Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, а это гайд по 7 Days to Die. Прожив 100 дней в старой версии и 30 дней в новой на данный момент, решил поделиться знаниями с новичками. Для бывалых я вряд ли скажу что-то новое. Для начала я расскажу первые шаги, а потом немного полезных советов. Приятного просмотра. Для начала нужно настроить сложность, мое личное мнение. Если вы хотите научиться и чтобы вам было интересно, надо играть с какими-либо усложнениями. Ведь только находясь в стрессе, вы начинаете использовать все на максимум, продумывая будущие ходы и так далее. Но я не говорю ставить сразу сложность безумец и идти погибать, нет, ни в коем случае. Оптимальное решение ставить сложность воин. По мере игры вы в любое время можете повышать сложность или понижать. Опыт можно ставить как есть, а вот время дня очень интересная штука. Изначально стоит 60 минут. Как по мне, если вы не собираетесь играть на безумца с минимальным лутом и так далее, то часа слишком много. Я бы порекомендовал поставить минут 40, чтобы вы не раскачались и вам не наскучило играть. А если вы просто хотите на чили играть, то ставьте какую хотите сложность, лут, опыт и так далее. В общем, просто кайфуйте. Создание мира немаловажная часть. Конечно, лучше всего создавать случайно сгенерированную карту, чтобы посмотреть, какие большие города тут есть, и настроить биомы. Вот мы и появились. Что же нам делать? Правильно, изначально выполняем цепочку квестов и получаем 4 очка навыков и метку на нашего торговца. Только вы добрались до торговца, он сходу выдает вам лопату. И ваше первое задание откопать припасы. Поэтому быстренько бежим выполнять. За выполнение вы получаете в награду опыт, дюки и награду на выбор. Наборы оружия. Из всех перечисленных лучше всего взять автомат из трубы. Скорострельность и быстрая перезарядка в разы лучше, чем у пистолета из трубы и дробовика. Есть несколько видов заданий. Это принести, очистка, закопанные припасы, принести, очистить, шествие, восстановить питание и торговые пути. Кратко про каждый вид квеста. Принести. Вам нужно в здании найти сумку, которая будет отмечена. Набрав содержимое, вы выполните и можете бежать к торговцу. Раньше можно было спидранить такие квесты, и это было выгодно, чтобы открыть награды за повышение тира, но об этом позже. Сейчас лучше полностью защищать здание, потому что это еда, это журналы и это опыт. Очистка. Вам нужно обезвредить всех зомби в здании, которые отмечены красными кружочками, что довольно удобно. Советую брать в первую очередь в начале. Закопанные припасы. Отправляетесь на метку и копаете, ищите сундук. Не советую выполнять, часто больше времени уходит, чем на очистку, да и лута мало. Принести и очистить. 2 квеста в одном. Однозначно советую. Нашествие. Зачистка, но зомби больше. И они будут опаснее, если в очистке же будут обычные зомби, то в нашествии вы встретите дикого зомби, ферала или радиоактивного зомби. Несмотря на то, что этап игры и тир задания и там был, допустим, 20-й. Так что, если идете на нашествие, то подготовьтесь. Больше патрон, молотовы и так далее. Но в здании такого квеста будет доп. Сундук с патронами. Рекомендую, но с подготовкой. Восстановить питание. Ночное задание. Можно начать в 22:00, а выполнить надо до 4 утра. Вам надо ликвидировать зомби и включить генераторы. Торговые пути. Особые задания на открытие новых торговцев. Просто доехать, поздороваться и все. Так, теперь поговорим про тиры заданий. Всего их 6. Чтобы с первого перейти на второй, нужно выполнить 10 квестов первого тира. А за повышение тира вы получаете на выбор награду. С первого тира на второй, без раздумий, велик. Дальше по ситуации. Каждое задание считается по баллам. Первый тир 1 балл, второй тир 2 балла и так далее. А чтобы понять, сколько у вас сейчас баллов и сколько надо до следующего тира, можете глянуть, нажав на задание, и вот тут все видно. Вот и дошли до самого интересного. Для навыков, конечно, нужен отдельный ролик, чтобы это подробно рассказать. Но для новичков советую ветку силы. Бита это просто песня, когда каждый удар откидывает зомби. В видосе, кстати, я играл через эту ветку, можете глянуть. Вначале ваш уровень будет быстро расти. Поэтому не раскидывайтесь на все ветки, для начала возьмите одну. Как я сказал выше, ветку силы. Прокачайте ее и потом возьмите другую ветку и потихоньку качайте ее. Например, ветку интеллекта, чтобы получать опыт с ловушек, которыми вы будете защищать свою базу. Первую кровавую луну можно пережить на любом доме первого тира. Но я, конечно, рекомендую строить свою базу как можно раньше. Минимум потому, что это море опыта. На ютубе много различных баз и как их строят. Можете построить такую коробочку, как у меня. На ней все кровавые орды были отбиты только дубиной. Можете импровизировать и придумать что-то свое, но помните, зомби идут к вам тем путем, где, грубо говоря, им меньше ломать блоков. Так, ну вроде все основы рассказал, теперь перейдем к полезным советам. Используйте блоки или люки при зачистке здания. Если на вас бежит толпа,
В дверном проеме ставим блок дерева и бьем зомби, время от времени чиня блок. Ставьте любые доступные модификации на оружие, ведь даже прицел прибавляет урон. Всегда носите с собой бинты, чтобы после битвы с зомби можно было похилиться или спастись от кровотечения. Используйте плитку. Обив свою базу плиткой, вы увеличите прочность в 2 раза. Перед активацией квеста можно залутать здание, а потом активировать квест. И здание обновится, и его еще раз можно залутать. Стройтесь рядом с торговцем, чтобы не приходилось далеко бегать за квестами или продать всякий мусор. Не качай вьючный мул, это бесполезный навык, ведь ты можешь вставлять броню под сумки и таким образом расширить инвентарь и ходить без перегруза. Носи с собой отмычки, чтобы не ломать сейф и не тратить ценное время. Ломайте картины, отклеивающиеся обои и так далее, ведь за ними есть небольшие тайники, а лут никогда не бывает лишним. Ломайте шины для добычи синтетического мусора, чтобы сделать коллектор росы, получать водичку. Надеюсь, мой гайд вам поможет. Можете писать свои советы в комментариях. Пусть новички ознакомятся. Всем спасибо за просмотр, приятной игры, всем пока.